Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Лев. Второй прогноз на декаду на 10 дней с 1 по 10 октября. Знаки судьбы. События будущего в первую декаду октября. Давайте узнаем, что прояснится с 1 по 10 октября для вас. И мы достанем 3 карты на колоде 78 дверей. Принципиальное значение имеют двери, открыты или закрыты. Вот давайте узнаем, что для нас будет открыто, закрыто. В целом я хочу сказать, что период октября, ну это так более планетарно, наверное, первая движущая сила или первый вопрос, если так можно сказать, финансы, мои дорогие. Но это я так вижу, можно не соглашаться. И вообще на карьеру, на построение, может быть, даже у кого-то бизнеса. Ну, прекрасное время. Но знаете, если прежде, может быть, даже к тому же делу, к карьере, к бизнесу, личному творчеству, вы бы подходили больше с позиции статусности, например, или желания чего-то скреативить, да, или создать. А здесь может именно финансовая ситуация вас заставлять или подталкивать. То есть, да, все это имеет место, как бы и карьера, и статус, и так далее. Но я больше вижу, что финансовую какую-то ситуацию вам либо нужно решить, либо нужно как переломить, как будто что-то исправить. Я такое допускаю. В целом же период, который говорит, что мы будем заниматься своим благополучием. Это еще и вопросы дома и личной жизни. Итак, первый знак судьбы, второй знак судьбы. Будем узнавать, в каких сферах жизни или в темах вам придется принимать важные решения. Как 3 ключевые события, 3 подсказки. И если мы говорим, что же прояснится, мои дорогие, в период с 1 по 10 октября. И правда, на период октябрь-ноябрь нам действительно тут может много быть составляющих, которые мы, ну, как призваны прояснить. И самим хочется, но, может быть, и обстоятельства так складываются. Итак, что прояснится? Что уйдет, а что придет взамен? По основным сферам жизни – любовь, личная жизнь, взаимоотношения, сфера финансов, работа, бизнес, документы, учеба, какие-то согласования. Давайте будем смотреть, узнавать. А вот решиться на что-то нужно. Или решить, а потом решиться. Шаг в будущее, как минимум. Посмотрите, врата открыты, и, по сути дела, человек уже за порогом. Вот и вы можете быть за порогом. И да, тут действительно финансовая ситуация вас заставляет выходить из какой-то путаницы. Может быть, из какого-то лабиринта. Увидеть определенные вопросы, с другой, как бы с другой позиции, с другой стороны. Вот это все то, что я говорила еще до карт. Но и решиться как будто пора. Вы уже сделали основные шаги. Может быть, ну, где-то останавливает вас то, что боитесь, сил не хватит. Вот я такое могу допустить. Может быть, вас тянет еще груз прошлого, как какая-то неразрешимая путаница пока. Это именно пока. Тут надо идти вперед. И поверьте, те вопросы, которые для вас важны, у вас их никто не заберет. Или то, что вам принадлежит, это тоже с вами останется. Ну и, наверное, те, кому суждено, тоже вас догонят. Но ваша задача – это как знак судьбы. Иди вперед. Второй знак судьбы. Наверное, не подвисай в каких-то, ну, может быть, в иллюзиях. Все же у нас, посмотрите, король кубков, русал такой. Но почему-то так синевато, темновато, непонятно. Дверь открыта, а он все мечтает. Он поднимает кубок и, видимо, вспоминает свою русалочку и думает, какими были чудесными минутами, когда мы были вместе. Но он только вспоминает, ничего не делает. По сути дела так, а дверь открыта. На что-то нужно опять же и решить, и решиться. Не уходить от решения какого-то вопроса. Как будто не закапывать какую-то проблему, да? И не прятаться самому, и не прятать свои разные мысли. Тут все то, что даже на ум пришло, нужно переложить в какую-то более реальную плоскость. Это, в принципе, нужно или нет. По этой карте проходят часто наши супруги. Неважно, какой знак зодиака, хотя, понятно, по королю кубков, если мы... Ну, я редко связываю прогнозы с гороскопами, но, тем не менее, вообще стихия воды
это у нас рыбы, рак, скорпион. Или человек имеет асцендент. А, кстати, асцендент многие и не знают. Или по Луне, тоже не знают. Для этого нужно знать точное время рождения. Поэтому, согласитесь, основное количество людей как раз этого и не знает. Но в целом это именно наши близкие. И может быть, это и есть близкий человек, где-то совпадает с гороскопом, а может быть и нет. В целом это вопросы личной жизни. То, что, ну, может быть, на уровне желаний, но нет прогресса. Вот вам этому тоже нужно уделить внимание. А с чем это вообще связано? Вот так и хочется спросить. Это про что? Ну, правда? Какая-то клетка, пауза. Уже как будто вылетать, выходить оттуда пора, да? Словно, посмотрите, два ворона. Ворон– это мудрая птица считается, да? Это символ мудрости. По крайней мере, в этой карте тоже, в этой колоде точнее. И как будто смотрят они на этого человека и говорят: вот ты там как-то задержался, явно тебе некомфортно в этой позе. Давай поменяемся местами, как минимум. Ты уже выходи, а мы там поселимся. Ну, как будто так. Правда, выходи. Посмотрите, тут я, конечно, допускаю, у кого-то по части личной жизни, ну, как или состоялась, или может состояться встреча. Может быть, это вам кто-то изъявляет знаки внимания. Это, конечно, все приятно, но вы еще раздумываете, а стоит или не стоит. Или, может быть, еще у кого-то из вас это связано просто с тем, что, может быть, как кто-то из родственников, у кого-то, точнее, из родственников меняется жизнь. Тут может быть, ну, к примеру, человек был холостой, а теперь он уже в паре. Вот что-то такое, да, или какая-то у кого-то из родственников, как пусть это касается деловой сферы, он строит карьеру. Ну, это так отдаленно у кого-то может быть, но все же я вижу, что тут для вас личная жизнь в каком-то новом жизненном ключе. Вы знаете, тут, наверное, все же нужно, действительно и решить, и на что-то решиться. Зависшая какая-то ситуация, которая ни туда, ни сюда. И, один другому словно может демонстрировать свои принципы. Все таки это больше демонстрации карта. Вот как будто человек сам себя поместил в куб. Может быть, и вы отгородились, ну, так условно говоря, от некоторых, эм, контактов, с теми людьми, которых вы знали очень хорошо. У кого-то напрямую вопросы личной жизни, даже если вы в браке. Может быть, вы вместе даже не проживаете. Вот у кого-то тогда это будет означать, что, но все равно, вот, видимо, договариваться-то ведь придется, потому что, как будто человек показывает фокусы, да, не выходит на контакт, он специально что-то демонстрирует, а другой за ним с таким очень жестко холодным лицом просто наблюдает. Может быть, и вам кто-то что-то демонстрирует, тогда вы наблюдаете. Но я не исключаю, что и за вами могут наблюдать. Это про что? Вы знаете, тут что-то близится к окончанию. И меня смотрят люди из разных стран. У кого-то может быть просто как та история, которая, она уже фактически закончилась. И она, ну, знаете, вот и не развивается, и вроде бы, ну, не поставлены какие-то точки, нет еще пока ориентиров. Но вы все равно посмотрите, вот зависшая ситуация, ее нужно заканчивать. Из этой клетки как будто выпорхнуть уже давно пора. Ну, правда. И вот это вот будущее, оно уже у вас на пороге. И опять же, в этой колоде посмотрите, какой шут волшебный. У него есть ключи от пространства, от Вселенной. Как будто Вселенная, мои дорогие, вас ждет. Ладно, вот интересно, тут надо встать, врата открыты, но нам-то самим как будто решиться необходимо. Из всех красок жизни только цветы на погосте. И песочные часы в руках человека говорят, а время-то ведь уже идет. Осталось немного, и ты его теряешь. Что это? Вам в этом помогают буквально высшие силы, мои дорогие. Это карта подарка, финансового успеха. Может быть, это прежде были какие-то надежды на кого-то, кстати. А теперь вы хотите изменить финансовую ситуацию, и это меняет вас самих. Вот у кого-то проиграется именно так. Раньше вам кто-то помогал, а теперь, решая финансовую свою историю, или, может быть, это относится к карьере, там, да, или личному делу, творчеству, здесь явно будет что-то развиваться. Здесь явно будет что-то иметь,
финансовый прогресс, мои дорогие. И вы можете ведь отказаться, посмотрите, как будто вы на перепутье. Согласиться или нет? Хватит ли у меня сил или нет? А что меня там ждет? Тогда примите во внимание, вы не сможете просчитать, ну, с точностью какой-то свой последующий путь. Вот именно решиться нужно, встать как будто и выйти. Ну, буквально по 13-му аркану кладбища. Вот это то, что прошлое, оно вообще не имеет никакого значения. А на кону у вас финансовый успех, возможности и помощь высших сил. Вот такой глубокий знак судьбы. Все то, что я сказала по 4 кубков. Ну, наверное, как если ты не вожак, как в стае, то и пейзаж не меняется, как в упряжке. Нас ничто не сдерживает. Вот представьте, что мы сидим вот так вот в комнате, дверь открыта, ну, такое вот кислое, недовольное выражение лица. Нас уже ничто не радует. И из всех событий только то, что там нам транслируют, показывают, как будто мы живем не своей жизнью, а жизнью у кого-то. Наблюдаем, смотрим, делаем какие-то выводы, умозаключения, но по факту ничего. Пустота. И даже, я бы сказала, так темновато. У кого-то могут быть и привычки вредные. Может быть и так. И, кстати, самые разные. У кого-то, ну, например, быть трудоголиком. Это ведь тоже привычка. Нам обязательно нужно найти время для того, чтобы вот эту легкость получить, да, рассмотреть какие-то иные варианты. Вот не только то, что нам тут показывают, то, что нам транслируют, а какой-то альтернативный вариант. А ведь на это нужно еще решиться. Тут вроде как ну, так спокойно. Ну, ладно, темновато, но зато безопасно вроде, да. То есть, ну, уже и как привычка какая-то присутствует. Ну да, день сурка, ничего не меняется. По сути дела, хоть это не напрямую карта дня сурка, но где-то очень похоже. Пока мы не выйдем из этой комнаты, наверное, как у Бродского, не выходи из комнаты. Ну, хотя это знаменитое стихотворение, оно имеет обратный смысл. Решиться на что-то нужно, мои дорогие. Правда, без наших усилий, ну, где-то над самим собой ничего не получится. Давайте узнаем, что же у вас прояснится. О, король жезлов. Может быть, это связано с конкретной персоной. Это у нас карта харизматичного лидера, и поэтому здесь может где-то и ваша карьера. Здесь могут совпадать обещания конкретного лица или какой-то, ну, может быть, даже как руководитель проекта или руководитель по месту вашей службы. Может быть, и обещания или какие-то совместные планы. Может быть, когда-то были важные вот такие переговоры, но всегда говорю об этой карте, мои дорогие. Если вы думаете, вот как будто, ну, предположим, даже банальная ситуация по работе, состоялась какая-то беседа с руководителем, какие-то планы вы обсуждали, да, руководитель не препятствует, он вроде как за, а вы не знаете, с чего начать или как к какому-то вопросу подступиться, и ждете, что, ну, вот какие-то еще указания последуют, или когда ну, может быть, как-то именно руководитель, ну, сделает еще какой-то шаг, ближе к вам или какая-то подсказка, ну, все что угодно, да. А тут ничего не будет по этой карте. Делать придется самому, потому что это именно лидер, который вот он сидит, мои дорогие, а двое пашут на заднем плане. То есть эта карта, что прояснится, именно какая-то рабочая ситуация, я больше вижу так. Вам, кстати, тоже подсказка. Стать этим лидером. Занять, может быть, плотное уделить внимание своей карьере. И планетарно это прекрасное время. Но если мы говорим финансы, да, но это я так планетарно сказала. Тут, знаете, даже если мы стремимся улучшить свое финансовое положение, и поэтому где-то нам много приходится работать, я вот такое не исключаю, но все равно эта работа ведет вас к другому статусу, смене этого самого статуса, когда в конечном итоге это вы будете харизматичным лидером, по крайней мере, возможность есть, и вам уже отдавать кому-то указания. Но чтобы достичь этого, нужно еще потрудиться какой-то период времени или провести важное согласование, что-то еще просчитать. Но явно пока сейчас и еще не расслабишься, мои дорогие львы. Ладно, что уйдет, давайте мы узнаем. Ну да, главное перестать ждать. Карта так и называется «Служанка в ожидании». И все то, что я говорила,
Я уже не повторяю, вот это должно уйти. Вам действительно нужно на что-то решиться. И что придет, посмотрите, вот, наверное, если решитесь, вот, кстати, у кого-то может быть и по личной жизни действительно знакомство. Причем я тут больше вижу, даже знаете, какое может быть знакомство? Именно через труд или вашу занятость, может быть, контакты какие-то социальные. Это, кстати, время строить правильные социальные контакты. Может быть, для вас это имеет особое значение, мои дорогие львы. И это не на октябрь, это туда с заходом на 2026 год. Вот у вас может быть судьбоносное время, когда решаются сразу основные сферы. Это где-то ваш труд, да, занятость и финансы. Каким-то образом в эту первую декаду эти вопросы, ну, они переплетены очень тесно. Или когда вы действительно можете решить что-то кардинально, сделать как минимум какой-то первый шаг. И вы останетесь довольны, что придет. Это больше радости. Это плоды где-то, может быть, и труда своего вас будут радовать уже. Хотя я не исключаю, что по работе это может быть какой-то приятный более контакт, когда по рыцарю чаш это вот именно как новый человек приходит. Может быть, это какие-то комплименты в ваш адрес, или кто-то вам выражает больше внимания, участия, внимание к вашей персоне. Комплименты, как я говорила, а то и подарки могут быть, но главное не замечтаться. Потому что эта карта говорит больше, ты принимаете эмоции. Для кого-то из вас это может быть конкретно предложена какая-то поездка, может быть такая недолгая даже, да. И вот принимать нужно эти эмоции, они вам совершенно необходимы. Потому что вот потому, как мы разложили, вы несколько подзастряли. Или закончился оптимизм. Прямо вот, ну, я надеюсь, это я ошибаюсь, но тем не менее у кого-то это может совпадать, потому что, ну да, тут явно ну, как сплошные какие-то барьеры, может быть, и неуверенность еще. Тогда вполне вероятно, если вы чем-то вдохновитесь, причем по этой карте мы не выстраиваем сразу какую-то далекую траекторию. Мы живем именно моментом. Если нас сегодня это радует, ну так стало быть, и вдохновляться мы должны. Но пока еще это именно касается личной жизни и недавних знакомств. Но пока мы не пытаемся как будто что-то М, ну, фундаментировать, да, как отношения или, какие-то обязательства. Нет, конечно, нет. По рыцарю чаш это именно более такой легкий период, конфетно-букетный, или когда вам эта легкость совершенно необходима. Идти вперед придется. Итак, личная жизнь. Ух ты! А ведь и правда тут поездка, путешествие, перемещение, построение карьеры. У кого-то карьера все же карта успеха колесница. Причем тот успех, когда мы должны что-то не прошляпить, быстро согласиться, куда-то съездить, отправиться, важные разговоры провести, не отложить что-то на завтра. И нам говорят, ты не оглядывайся назад, тебе отсюда только вперед. Я уже об этом говорила. Но, может быть, вам много работать придется. Поверьте, если вы один или одна, сейчас действительно и финансовая ситуация вас вынуждает, ну, может быть, и даже как бы карьера вас тоже интересует, и какая-то многозадачность на работе. Для вас этот старший аркан может говорить, что ты как будто лев должен попасть в какое-то место или в какую-то местность, или достичь определенного статуса. И с этого момента у тебя тогда начнутся какие-то добрые перемены. Вот тогда этот харизматичный лидер, это вы уже будете отдавать какие-то указания и чувствовать себя еще более уверенным. Но вот сейчас это пока момент перехода. Поэтому не упусти время, мои дорогие, примите это во внимание. Не совсем про любовь, хотя я допускаю, когда вы просто можете познакомиться в поездке. Вот у кого-то так. И это будет перспективное знакомство. Но это я вам говорю перспективное, а вы не пытайтесь, нам ведь не говорят, какой-то человек будет. А вдруг это вот тот человек, который король жезлов. Да, интересный, очень притягательный. Здесь может, это, мы не рассматриваем по полу карту, мои дорогие мужчины. Это ваше, может быть, такое ощущение, в отношении новой знакомой, к примеру, да, что прояснится. И вам, может быть, очень захочется что-то прояснять. Но тут и может быть такая женщина, которая в подобным вам энергиям, которая не любит, когда ей, ну, так говорят, делай так, не делай это. Поэтому тут правильно выстраивать придется отношения. Тут можете не надеяться, что это будет какая-то
домашняя кошечка. Нет, тут, скорее всего, самодостаточный тогда будет человек со своими планами, амбициями. Это неплохо. Но не построишь сразу, не определишь, как какие-то вехи ваших отношений. Это сделать невозможно, но вы можете столкнуться, когда человек четко обозначает свое личное пространство, а дальше вас не пускает. Будьте к этому просто готовы. То есть это может быть, мои дорогие девочки, тоже что-то подобное, понимаете, когда вы знакомитесь с таким человеком. Да, притяжение есть, интерес, безусловно, есть, как-то думает нестандартный человек, да, но все-таки лидер, харизматика, привлекает, как магнит тянет, может быть, даже, да. И есть тут и физиологическая составляющая, когда, ну, притяжение партнеров тоже это присутствует. Но не беги впереди паровоза. Тут дай возможность судьбе, пространству, пусть развивается все своим чередом, но и не отказывайся от этого, просто вдохновляйся. Финансы. Ну, вы знаете, вы-то как будто собака лает, караван идет. Вот хочется сказать так. Почему? Карта противостояния на финансы. Это о чем? Ну, будет для кого-то из вас именно эта карта подтверждать все то, что я сказала до карт вообще. Именно финансы вас вынуждают, ну, может, и больше работать или пересматривать какую-то свою рабочую стратегию, тактику. Но не все будут рады, допустим, повышению вас по карьерной лестнице. Вам могут улыбаться в глаза, но так это, знаете, где-то про себя негодовать, например, да. Почему ему или ей, а не мне, вот, например. Могут с вами спорить. Вот вам, знаете, и не соскользнуть где-то эмоционально на подобного рода контакты, не устраивать этого противостояния, никому ничего не доказывать, потому что по пятерке жезлов мы никогда ничего не докажем. Но и правильно работать с информацией, безусловно. Вот информации у вас будет много с 1 по 10 октября, и вам придется перепроверять. У вас, знаете, какой-то драйв рядом, тем более колесница. Может быть, это вы ищете информацию по части заработков. Как что обустроить, с какой стороны подойти к этому вопросу. И тогда услышали какую-то тему, поверьте, у нас период, когда не просто так нам приходит информация, но ее нужно перепроверить, уточнить. Поэтому будьте где-то готовы вот к этому движению тоже. Нельзя, ну, ляпсус какой-то совершить. Нельзя в том плане, что хоть и мелкая карта, но все же информационного хаоса или противостояния. Но вот, значит, достоверную более информацию, то есть подкрепить какую-то новость вам нужно будет какими-то фактами. По крайней мере, это на финансы. И, может быть, не если была какая-то финансовая тема, пусть даже в личной жизни, когда вот именно противостояние, карта говорит, нет, тебе противостояние, лев, явно не помогает. Правильные диалоги, вот это будет вам помогать. Давайте мы узнаем, а что же в плане достижений. Ну вот я говорю, тут через работу, через соглашения, контракты, через вашу деятельность, вот как раз финансовая ситуация-то изменится. Тут не то, что мы кому-то что-то доказываем, нет, тут мы, ну, как будто только первое зерно садим в землю, а в будущем получим только это денежное дерево. Опять же, еще одна карта, которая подтверждает все то, что я сказала. До карт, видимо, планетарный какой-то момент, он все-таки на вас оказывает действие, влияние. Поэтому подумайте, мои дорогие. Конечно, я допускаю, что и личная жизнь, знакомства, которые состоялись где-то в этот период, или они развиваются из недавних, здесь тоже будет что-то, ну, как пойдет в рост, да, но, значит, это все равно не идет с позиции, ну, какого-то фундаментального отношения к этому человеку. Вам тогда общению, вот как бы рост в плане взаимопонимания, развития отношений, легкость, мои дорогие, будет помогать. Легкость буквально на подъем. Когда вы вдохновляете человека, а он вдохновляет вас. И, может быть, некоторая свобода от обсуждений каких-то меркантильных тем. Вот хочется сказать и так даже. Как будто личная жизнь– это одно. Не мешает туда, ну, какую-то финансовую историю. Или не отталкивает себя, может быть, ну, кто знает, ну, каким-то таким более
отношениям меркантильным к вашим отношениям. Вот я должна это сказать, может быть, кому-то это важно услышать. Потому что тут пока только эмоции, начальный этап эмоций. И правда, когда легкость какая-то в отношениях присутствует, а мы туда сейчас добавим еще каких-то сложностей материальных, мы можем все свести на ноль. А вот вам бы это нежелательно было. У вас пытается судьба в какой-то красивый такой узор сложить, разные составляющие вашей жизни, и вы пока не видите еще, во что это в конечном итоге выльется. Поэтому и не бегите, мои дорогие, впереди паровоза. Но и застрять-то тоже никак нельзя. Вдохновитесь, доверьтесь где-то судьбе. И ваши действия, которые будут каким-то образом увязываться с тем, ну, что приходит на ваш порог, или что вам, какую возможность дает каждый день судьба. Вот здесь нужно именно как-то это увязать, не бездействовать, ну и не пытаться плыть против течения, мои дорогие. Перекладывайте на себя. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы пишете искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.